Hello, England. Keep sending those chocolate Olivers. Keep your chin up. We'll meet again. I don't know where, don't know when. Всем привет из Питера, города, где даже дождь поет, как мелодия. В прошлый раз мы поговорили о Битлз в целом, а сегодня я хочу рассказать вам историю одного удивительного человека – Джона Леннона. Увы, его жизнь прервалась на середине дороги в 80-м году, когда ему было 40 лет. Однако остались его песни, в которых многие слушатели до сих пор находят что-нибудь для себя. Джон Уинстон Леннон родился 9 октября 1940 года в Ливерпуле во время налета немецкой авиации во время Второй мировой войны. Он всегда был скверным мальчишкой. Все пошло не так еще до его появления на свет. Мать Леннона, Джулия, опоздала на собственную свадьбу, потому что решила перед торжеством посмотреть кино. А отец Леннона был моряком торгового флота. Супруг оставил ее сразу после рождения Джона, сказав, что она может погулять с кем хочет, а он вернется когда-нибудь. В результате женщина опустилась во все тяжкие, оставив сына на воспитание тете Мими, которая как могла пыталась растить мальчика. Сама же Джулия снова вышла замуж и регулярно навещала его и Мими. И когда Джону было 19 лет, его мать сбила машина полицейского. После этого Леннон, который и без того не отличался любовью к правопорядку, окончательно возненавидел законы. Он был бунтарем с самого детства, показывал порнографические снимки на уроках, курил на переменах, получал двойки и поздно возвращался домой. Даже спустя много лет, когда первый учитель Джона узнал о гибели музыканта, он лишь отложил газету в сторону, потер подбородок и сказал: «Этот полоумный наконец-то получил свое». Однако для своего поколения Леннон стал полубогом. Миллионы людей по всему миру поклонялись ему. Как это произошло, музыкант и сам не понял. Поначалу они с приятелями были лишь бандой отъявленных хулиганов, которые только и делали, что нападали на богатеньких парнишек. И в определенный момент ребята вдруг увлекаются музыкой и неожиданно для себя самих становятся живыми легендами. Об этом мы говорили в моем прошлом ролике. Если что, можете посмотреть и его. Однако Леннон не мог спокойно относиться к своему успеху. Ему казалось, что Битлз продавали искусство, и он не хотел быть простым коммерчески успешным обывателем, ведь в его душе навечно поселился непослушный мальчишка-идеалист. Тем не менее, все изменилось, когда в жизни Джона появилась Йоко Оно. Многие считали ее демоном в женском обличии, но для него она была целым миром. Ради отношений с Йоко он бросил все – Битлз, жену и ребенка. И история их безумной любви для многих до сих пор остается загадкой. Леннон и Йоко познакомились на выставке девушки. Первая встреча произошла в конце 1966 года в лондонской художественной галерее «Индика», где Йоко выставляла свое концептуальное искусство. На выставке демонстрировались записи падающего снега, плакательная машина, источавшая слезы при опускании в нее монеты, а также устройство, в котором предметы могли исчезать. Джону экспозиция не понравилась. Придя домой, он даже сказал своей тогдашней жене Синтии Пауэлл, от которой у него уже был сын Джулиан, что увидел там редкостную муть. Но вскоре, после первой встречи, Йоко послала Джону экземпляр своей маленькой книжки под названием «Грейпфрут». Она была полна всяких придумок, которые у обыкновенного человека ничего кроме возмущения не вызывали. Такие, например, там были рецепты.
Прорежьте дырку в мешке с семенами и повесьте его на ветру. Не надо забывать, что в 1966 году Джон был одним из самых знаменитых людей в мире. Женщины буквально бросались ему на шею, и при его темпераменте не всегда удавалось устоять перед соблазном. Однако на его отношении к жене это не сказывалось никак. Однажды, в начале 1967 года, как-то дома после обеда, когда Синтия мыла посуду, Джон подошел к ней и, обняв ее за талию, произнес: «Хочу тебе во всем признаться. У меня были сотни женщин на стороне». Но сказал он это так искренне и нежно, что жена его расплакалась и тут же все простила. Take a look at the one you're with. Woman is the slave to the slave. Ah, yeah. You better scream about. Трещина в семейной жизни скорее вызывалась пристрастием Джона сначала к марихуане и гашишу, а затем к галлюциногенным препаратам, в частности к ЛСД. Но тем временем Йоко Оно не забывала своего нового знакомого. Ежедневно почта приносила от нее очередную открытку с загадочными посланиями типа «Танцуйте» или «Дышите» или «Смотрите на ночные огни до зари». Вообще, это был период, когда все четверо Битлз искали иные горизонты. Группа перестала гастролировать, и после альбома «Сержант Пеппер» надо было намечать новые музыкальные и идейные рубежи. И в это время Джордж Харрисон увлекся восточным мистицизмом. Заинтригованный Джон Леннон вместе с Синтией посетил лекцию Махариши Махеш Йоги по трансцендентальной медитации. И дальше больше. В конце августа 1967 года уже все четверо отправились в Северный Уэльс на выходные, где проходил семинар Махариши по медитации. Вместе с Битлз туда должен был приехать и их менеджер Брайан Эпстайн. Всего за день до поездки он неожиданно умер. Официально от передозировки снотворным. Его смерть стала поворотным моментом в истории Битлз. Ведь исчезла организующая и объединяющая их сила. Ушел человек, пользовавшийся авторитетом и доверием. В своем интервью Леннон сказал тогда: «Перед смертью Брайана у нас были какие-то планы, но встреча с Махариши изменила наши мысли. А смерть Брайана их полностью перевернула». В начале 1968-го все четверо из Битлз с женами вылетели в Индию, в горы Тришикеш, в Академию медитации Махариши. И первым же положительным результатом стало то, что ребята полностью перестали употреблять наркотики. Джон вставал на рассвете, медитировал по 8 часов в день, а по вечерам писал музыку. Однако процесс самоуглубления странным образом отдалял его от повседневной реальности. Отношения с Синтией стали какими-то абстрактными, а вскоре он вообще перебрался жить в отдельную комнату. Каждый день Джон исчезал на утренние прогулки и на все просьбы Синтии взять ее с собой отвечал отказом. Как выяснилось впоследствии, Джон ходил на почту, где каждый день его ждала открытка или письмо от Йоко. Тайно подстегиваемый желанием увидеть автора писем и открыток, Джон решил вернуться в Лондон на 2 недели раньше намеченного срока. И вскоре после возвращения домой он, сославшись на занятость и необходимость побыть одному для подготовки материала новой пластинки, предложил Синтии с друзьями поехать в Грецию отдохнуть. И в последний вечер перед возвращением жены Джон вдруг позвонил Йоко в Лондон, пригласил ее в гости и послал за ней свой Роллс-Ройс. Несколько часов они просидели в гостиной за разговорами о жизни, искусстве и своем предназначении. Затем Джон пригласил ее наверх, в свою студию звукозаписи. И несколько часов они импровизировали, записывая и смешивая различные звуки, накладывая на них голос. Назвали они это все незаконченной музыкой.
Йоко и ее артистическая раскованность произвели в ту ночь на Джона неизгладимое впечатление. Утром они проснулись в одной постели. На следующий день к обеду из Греции вернулась Синтия с друзьями. Она увидела Джона, сидевшего в халате с кружкой чая в руках. Напротив него, спиной к дверям, сидела Йоко. Наступило неловкое молчание. В это время Йоко, одетая в черное шелковое кимоно, повернулась и посмотрела Синтии в глаза. И от этого уверенного взгляда Синтии стало настолько не по себе, что она собрала вещи и тут же покинула дом. Но через 3 дня Синтия вернулась, и Джон встретил ее как ни в чем не бывало. «Не понимаю, зачем ты уехала», — сказал он. «У нас с Йоко чисто интеллектуальные отношения. Мы всю ночь просто возились с записями». Через несколько недель Синтия со своей матерью и с Джулианом уезжала в Италию. Семейная жизнь будто бы наладилась, и волноваться было вроде не из-за чего. И о перемене в своей жизни Синтия узнала из итальянских газет, поместивших фотографию Джона и Йоко на премьере пьесы Джона Леннона, которые, как писала газета, были теперь неразлучны. На следующий день в Италию по поручению Джона прибыл один из общих друзей, сообщивший Синтии, что Джон начинает против нее бракоразводный процесс. А в 1968 году развод в Англии был делом относительно нелегким. Нужно было доказать в суде фактически измену одного из супругов. Совместное появление Джона и Йоко на людях в глазах закона еще не были доказательством. И только когда они объявили, что ожидают появления ребенка, физическая сторона дела была решена. 8 ноября Синтии была присуждена единовременная сумма в 100 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, Джон согласился оплачивать частную школу сына и оставил жене дом в обмен на лондонскую квартиру тещи. Синтия впоследствии вышла замуж за итальянца Роберто Тассатини, владельца того самого отеля, в котором она узнала о своем разводе. Но этот брак, так же как и последующий, с ливерпульским инженером-электриком Джоном Твистом, окончился разводом. «Я всегда буду любить Джона», призналась впоследствии Синтия. Имя Йоко значит «Дитя океана». Она родилась 18 февраля 1933 года в Токио. Ее отец закончил Токийский университет со степенями по математике и экономике, но до начала своей банковской карьеры он был пианистом. А аристократическая мать Йоко родом из богатой семьи, и девочка выросла под присмотром гувернанток. Свое увлечение искусством Йоко рассматривает как реакцию на материнское поклонение материальным ценностям и богатству. Несмотря на это, по собственному признанию, от бедности она не страдала никогда, и богатые люди как таковые ее не интересовали. Первый муж ее был японец. Затем она была замужем за американским джазовым музыкантом и кинопродюсером Антони Коксом. От этого брака у нее в 1963 году родилась дочь Киоки, и к моменту встречи с Ленноном этот брак еще был в силе. Летом 1968-го Битлз приступили к записи белого альбома, и на этих записях Джон нарушил жестко неписанное правило, издавна существовавшее в группе: женщин в студию не водить. На записи Битлз вообще попасть было практически невозможно, даже доверенных людей часто не пускали, и новый материал показывали только в законченном виде. И вот теперь рядом с Джоном каждый день в студии сидела Йоко. Да не просто сидела, а делала замечания, высказывала предложения, участвовала, так сказать, в творческом процессе. До сих пор это было святая святых. Лишь самим 4 участникам, да еще продюсеру Джорджу Мартину, позволена была такая высокая привилегия. О серьезности намерений Джона по отношению к Йоко можно было догадаться и по песне «Джулия», посвященной его матери, в которой он говорит: «Дитя океана зовет меня». Эту песню он написал еще в Индии, когда регулярно ходил на почту за Йокиными письмами. So I sing
song of love for Julia. Джон всячески подчеркивал свою неразрывность с Йоко. Полное физическое, духовное и творческое слияние с ней. Он даже начал зачесывать волосы на прямой пробор, как у Йоко. Но в ноябре Йоко попала в больницу. У нее случился выкидыш. Джон наотрез отказывался уходить из больницы. И когда администрация не разрешила поставить в отдельной палате Йоко вторую койку, он спал на полу. И тогда же шел бракоразводный процесс Джона. А его выходки, вроде поездки в Ковентри, чтобы посадить там на территории кафедрального собора 2 желудя во имя мира, один головой на восток, другой на запад, все это создавало некоторую общественную к нему враждебность. И уж, конечно, горячие патриоты, которых везде хватает, не могли понять, как это Джон Леннон мог бросить свою миловидную, добропорядочную английскую жену ради какой-то безумной японской художницы, которая к тому же еще и старше его на 7 лет. Все это, видимо, как-то отразилось и на отношении к нему властей. Однажды вечером в дверь его квартиры постучали. За дверями стояла опергруппа полицейских с овчарками, ищейками и ордером на обыск. В конце концов, нашли, что искали. 219 зернышек конопли индийской, именуемой в народе вульгарно марихуаны. Был суд, и несмотря на то, что дело кончилось всего лишь денежным штрафом 150 фунтов, плюс 20 гиней судебных издержек, на Джоне повисла судимость. Тем временем фирма Apple, несмотря на успешную продажу пластинок Beatles, была в плачевном деловом состоянии. Отчасти потому, что ребята после смерти Брайана Эпстайна решили, что они могут и сами управлять делами. Финансовые потери были еще не самым неприятным во всей этой истории. За суматохой разных дел на музыку оставалось все меньше и меньше времени. И вот когда директора Apple собрались на совещание, Пол Маккартни стал предлагать несколько новых проектов. Джон ни о чем и слышать не хотел. «Все это ерунда», — заявил он. «Я не собирался вам говорить, но теперь скажу. Я разбиваю группу». От таких слов у всех, как говорится, челюсти отпали. Никто не знал, что и сказать. Освободившись таким образом от прошлого, Джон с головой погрузился в свои дела. На Рождество 1968 года движение неофициальных художников устроило в Лондоне в Королевском Альберт-Холле вечер под названием «Алхимическая свадьба». Джон и Йоко выступали там в огромном белом мешке. От перемещения его содержимого мешок менял формы, и на него проектировались диапозитивы. Тогда же вышел альбом «Две девственности. Неоконченная музыка номер 1». Это были те самые звуковые эксперименты, которые Джон и Йоко записали в первую ночь их близкого знакомства. На конверте пластинки Джон решил поместить фотографию. Он сам и Йоко в голом виде, даже без фиговых листков. Фирма EMI, в то время крупнейшая в Великобритании, занималась распространением пластинок Битлз, и ее президент, сэр Джозеф Локвуд, пригласил к себе Джона и Йоко. После того, как фотографии были выложены на стол, Джон спросил сэра Джозефа: «Ну как, вы шокированы?» «Нет», — ответил президент компании, — «я видел картинки и похуже». «А», — ответил Джон, — «тогда все в порядке». «Нет, не все в порядке», — сказал сэр Джозеф. «Меня не беспокоят богатые бездельники, которые повсюду ходят за вами. Но подумайте о своих родителях или молодых поклонницах. Подумайте, какой это вам вред нанесет и чего вы добьетесь». «Это искусство», — сказала Йоко Оно. «Ну уж, если это искусство», — ответил сэр Джозеф, «то я бы поместил на обложку обнаженные тела попривлекательнее». Далее разговор продолжался в том же духе, пока наконец не был выработан компромисс. Фирма EMI согласилась отпечатать пластинку, но отказалась ее продавать. Компания Apple должна была сама заниматься распространением и продажей.
Впоследствии сэр Джозеф с некоторым удовлетворением отметил, что тысячи экземпляров этой пластинки, вывезенные на экспорт, были арестованы и конфискованы таможенными властями. И в Англии, и в Америке пластинка оказалась полным провалом, как у критиков, так и у публики. Но Джон оставался непоколебим, считая ее важным декларативным событием. В феврале 1969 года Йоко наконец развелась со своим вторым мужем Энтони Коксом, и Джон и Йоко стали планировать уже свою свадьбу. Несколько дней спустя они уже были в Амстердаме, где поселились в отеле «Хилтон». Здесь, в президентском люксе, они провели неделю в постели в белых пижамах. Сюда же они пригласили в гости представителей всей мировой прессы. Названо все это было «лежачей демонстрацией борьбы за мир». Возле постели висели транспаранты с надписями «Джон любит Йоко, а Йоко любит Джона». И в течение всей этой недели они беспрестанно давали интервью и разъясняли свою позицию. «Мы готовы, — сказал тогда Джон, — стать клоунами перед всем миром, если только это поможет распространить идею мира». Март 1969 года они провели в Париже. Это был медовый месяц. А затем специальным самолетом вылетели в Гибралтар для регистрации брака. Жених и невеста были во всем белом, даже в белых теннисных тапочках. Кроме того, продолжая свою кампанию, начатую в кафедральном соборе Ковентри, Джон и Йоко разослали премьер-министрам всех стран по паре желудей, чтобы те посадили их во имя того же мира. Свою кампанию Джон и Йоко хотели также провести и в Соединенных Штатах, в то время выполнявших свой интернациональный долг во Вьетнаме. И американские власти отказались выдавать въездную визу в связи с недавней судимостью Джона. Пришлось ехать в Канаду, в Монреаль, и оттуда по телефону давать буквально сотни интервью. «Мы не сдаемся», — сказал тогда Джон, что премьер-министры, короли и королевы мира внезапно изменят свою политику из-за того, что Джон и Йоко сказали «Мир вам, братья!». А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. После Амстердама и Монреаля Джон еще вспомнил о своем ордене кавалера Британской империи, которым лейбористское правительство наградило всех 4 участников Битлз в 1965 году. Джону всегда казалось, что, принимая этот орден, они как бы продавались истеблишменту. Теперь, спустя 4 года, он решил отказаться от этой почетной правительственной награды, запечатал орден в конверт и отправил его британской королеве, сопроводив следующим письмом. «Ваше Величество, я возвращаю этот орден кавалера Британской империи в знак протеста против вмешательства в Великобритании в Нигерии, против нашей поддержки Америки во Вьетнаме, а также против того, что моя песня Cold Turkey опускается вниз в хит-параде недели». В печати и по радио прокатилась широкая волна возмущения антипатриотическим поступком Джона. Но именно благодаря этой волне протеста удалось привлечь внимание народа к первопричине всего этого, к стремлению Леннона заставить людей взглянуть на международные конфликты с общечеловеческой позиции, а не с позиции какой-нибудь идеологии.
Что же касается самого звания кавалера Британской империи, то, несмотря на то, что орден был возвращен, звание за Ленноном все равно осталось, потому что рядовой гражданин не в силах отменить почести, оказанные ему его правительством и королевой. I wish I was there, cold turkey. You got me on the run. В середине 70-го года между Джоном и Йоко стали появляться первые признаки взаимного раздражения, что, в общем-то, было неудивительно, ведь последние 3,5 года они провели бок о бок, не расставаясь ни на час. Как раз в это время Джону в руки попала книжка американского психиатра доктора Артура Янова под названием «Первородный крик. Лечение неврозов». Прочитав книгу, и Джон, и Йоко уверовали в доктора и в его систему, позвонили ему в Калифорнию и пригласили к себе в гости. Вкратце, теория доктора состояла в том, что человек, вырастая, вырабатывает в себе систему защитных психологических слоев, и чтобы добраться до сердцевины личности пациента, ее надо оголить и очистить, как луковицу, признавая себя в собственных слабостях и недостатках, вспоминая трудности детства и проблемы во взаимоотношениях с родителями. Пациент при этом постепенно приходит к осознанию своего истинного «я», возвращается, так сказать, к первородному состоянию. Короче, доктор, проведя 3 недели в гостях, уехал, предложив им приехать к себе в институт в Калифорнию для продолжения курса. Метод оказался для Джона таким действенным, что он, не задумываясь, предложение принял и поехал в Калифорнию на 4 месяца. И эта система психоанализа не могла не сказаться на ленноновском подходе к музыке. 2 альбома, выпущенные им в это время, John Lennon Plastic on a Band и альбом Imagine, в музыкальном плане лишены были всяческого украшательства и коммерческого благозвучия, которым особенно отличался последний альбом Beatles. Звуковая палитра песен Леннона здесь скупа и сурова, как стены древних монастырей, а тематика их зачастую обращена в прошлое, в первые травматические переживания юности. Working class hero is something to be. После развода сын Леннона Джулиан остался на попечении Синтии, а вот дочь Йоко осталась с ее бывшим мужем Энтони Коксом. И если Джон, в общем, без особого труда мог видеться с Джулианом, то вот у Йоко дела обстояли хуже. Энтони Кокс, вообразив, что она хочет выкрасть у него дочь, увез ее куда-то в Америку и адреса своего ей не сообщал. Короче, было решено поехать и посмотреть, как обстоят дела в городе Желтого Дьявола. Тогда, осенью 1971 года, они прибыли в Нью-Йорк по краткосрочно-гостевой, сроком на 5 месяцев. Но, осознавая, что приехали они, видимо, надолго, остановились не в отеле. Сразу же купили небольшую 2-комнатную квартиру на Гринвич-Виллидж, артистическом районе Нью-Йорка. И вскоре Джон и Йоко перезнакомились с местной художественной интеллигенцией, по большей части либеральной или даже левой. Они попали в водоворот новых людей, новых идей, новых событий. Жизнь в Нью-Йорке позволяла Джону стать самим собой. По пятам за ним не следовали газетчики. Он мог делать, что хотел, не объясняя каждый свой шаг в вездесущей прессе. Он даже начал играть джем-сейшены с местными музыкантами и согласился стать звукорежиссером на записях местного хиппи Дэвида Пила. И Джон не только организовал запись этой пластинки, но и выпуск ее на битловской фирме Apple. Up come a man with a guitar in his hand, singing "Have a marijuana if you can." Name is David Peel, the Lower East Side Spiel. Pope smokes dope every day. Up come a policeman, shoved us up the street, singing "Power to the people today." New York City. Но за всем этим якшанием с левой интеллигенцией внимательно следили и люди сверху. Америка тогда воевала во Вьетнаме, и люди из окружения Леннона были одним из идейных центров антивоенного протеста.
что многим правительственным чиновникам, естественно, казалось непатриотичным. Поэтому, когда временная виза Джона и Йоко истекла в феврале 1972 года, их дальнейшее пребывание в Америке не всем показалось желательным. Выяснилось, что получение постоянной визы американской прописки, так называемой «зеленой карточки», могло быть затруднено, поскольку в качестве официального возражения иммиграционные власти могли выдвинуть судимость Джона за хранение наркотиков. Организация, которая с 1972 по 1976 год проводила последовательную антиленновскую политику, называлась Сенатский подкомитет по внутренней безопасности. Комитет этот получил докладную записку, в которой говорилось, что Джон Леннон, возможно, оказывает финансовую или какую-нибудь другую поддержку политической группировке, которая в 1968 году пыталась сорвать съезд Демократической партии США, и что она снова попытается сорвать уже предстоящий съезд уже республиканской партии. И сенатор-республиканец Сиром Турмо направил Генеральному прокуратуру США личное конфиденциальное письмо, в котором утверждал, что левые политические группировки собираются использовать свою связь с Ленноном для организации рок-фестивалей с целью приобретения фондов на финансирование программы, направленной на свержение президента Никсона. И в марте 1972 года, по истечению гостевой визы, иммиграционные власти предложили Джону покинуть Соединенные Штаты в течение 2 месяцев. В противном случае ему угрожала депортация. Джон и Йоко решили вести борьбу до победного конца и по такому случаю наняли крупного адвоката Леона Уэлдеса. Борьба Леннона за право оставаться и жить в США вовсе не значила, что он готов был идти на какой бы то ни было компромисс. Джон и Йоко выступили в Нью-Йорке на большом митинге, посвященном протесту против американских бомбежек Северного Вьетнама. Естественно, к делу подключилось Федеральное бюро расследований. Агенты ФБР ходили на концерты Леннона, изучали стихи к его последним песням. ЦРУ прослушивала все телефонные разговоры из его квартиры. В секретной докладной записке говорилось тогда, что Леннона следует по возможности арестовать за хранение или употребление наркотиков, на основании чего ему можно будет немедленно депортировать. До сего дня не ясно, почему этим советом не воспользовались, потому что Джон курил в своей квартире марихуану вообще не таясь. Но вот адвокату Уайлдесу, однако, удалось затребовать информацию об этой антиленноновской кампании и добиться продления визы на 6 месяцев. Это автоматически меняло статус Джона и Йоко, потому что вместо гостевой прописки они получали временную. Это позволило Джону появиться на американском телевидении, и, пользуясь пресловутой тамошней свободой слова, он с телеэкрана сообщил миллионам зрителям, что за ним ходят топтуны из ФБР и что его телефон и телефон его адвоката прослушивают. Правительство Никсона, по-видимому, недооценило того общественного резонанса, который могла вызвать тайная кампания против Джона Леннона. С одной стороны, Джон, безусловно, был популярнейшей фигурой и уже этим гарантировал себе симпатию, а с другой, американцам было непонятно, как это человек не может жить там, где хочет. Кроме того, ранние 70-е, если вы помните, были периодом растущего протеста против войны во Вьетнаме, годами Уотергейтского скандала и последующего импичмента Никсона. Постепенно в поддержку Леннона стали выступать такие люди, как мэр Нью-Йорка Джон Линдси, писатель Норман Мейлер, епископ Нью-Йорка Пол Мор, известная голливудская кинозвезда 20-х и 30-х годов Глория Суонсон и многие-многие другие. Наконец, в октябре 1975 года апелляционный суд США пересмотрел английскую судимость Джона Леннона и все сопутствующие ей обстоятельства и признал ее для Америки недействительной. Однако потребовался еще целый год для того, чтобы Джон получил заветную зеленую карточку, которая на самом деле оказалась синей.
Рассказывая о борьбе Леннона за американскую прописку, мы не могли отвлекаться и не рассказали о серьезном событии в семейной жизни. О длительной полуторагодовой отлучке Джона из семьи и временном распаде любовного союза. Осенью 1973 года произошли события, удивившие многих. Джон и Йоко разошлись. Однако близкие к семье люди знали, что в последнее время характер у Джона стал трудным и вспыльчивым, что в периоды творческого застоя его покидала вера в свои силы. Он много курил, становился нервным, целыми днями мог просиживать в одиночку, запершись в своей спальне. При первой возможности пил, не соблюдая меры. Вспоминая этот период, Йоко признается, что временная разлука им обоим была необходима. Йоко решила, что Джону нужно выгуляться, то если он хочет попить и покуролесить, то ему надо дать такую возможность, но при этом не упускать его из виду. К тому времени Джон и Йоко переехали в квартиру в доме номер 1 на западной 72-й улице в Манхэттене, в престижном здании с окнами на Центральный парк, в доме под названием Dakota Building. В этой же обширной квартире они вели дела своей фирмы Леннона. Секретаршей компании была 22-летняя китаянка Мэй Пэнк, уроженка Нью-Йорка, аккуратная, трудолюбивая, преданная. И когда Джон и Йоко решили разойтись, то Йоко посоветовала Джону поехать в Калифорнию. По совету Йоко секретарша Мэй Пэнк отправилась вместе с Джоном. И посылая Мэй Пэнк вместе с Джоном, Йоко не могла не понимать, что между ними, вероятно, возникнут интимные отношения. Но она смотрела на это философски. Пусть уж лучше он будет с Мэй, чем с разными золотокудрыми почитательницами таланта. И вскоре Леннон понял, что безумно хочет вернуться домой. Он умолял Йоко в одном из телефонных разговоров принять его обратно. Но она холодно отвечала, что он еще не готов к возвращению. Но Джон все-таки вернулся в Нью-Йорк и поселился в отеле. Несмотря на такой казацкий образ жизни, он продолжал писать песни, и его альбом «Стены и мосты» относится именно к тому периоду. «Что значит «стены и мосты»?» – спросил один из его приятелей. На что Джон ответил: «Стены, чтобы на них натыкаться, а мосты, чтобы их преодолевать». В 1974 году в Америку с гастролями приезжал Джордж Харрисон. Он привез документ, на котором не хватало подписи Джона. Это было окончательное соглашение о расформировании Битлз. Джон в принципе не возражал, однако в назначенный час бумагу подписывать так и не стал. Приезжал в тот год в Америку и Пол Маккартни. Общались с ним по-дружески. Но самой теплой была встреча с Элтоном Джоном. С ним Джон поехал в штат Колорадо на записи. Много лет назад Элтон работал в музыкальном издательстве Дика Джеймса в Лондоне. И именно в это издательство Битлз послали свои первые магнитофонные записи. Тогда-то и произошло знакомство. Элтон принял участие в пластинке Леннона, в частности в записи песни «Whatever Gets You Through the Night». «Эта песня будет номер 1», — сказал тогда Элтон. Но Леннон в ответ только рассмеялся. «Нет», — сказал он, — «это невозможно. Я здесь сейчас не в фаворе». Элтон побился с ним об заклад с условием, что если песня выйдет на первое место, то Джон Леннон примет участие в концерте Элтона, который был запланирован 28 ноября 1974 года в Мэдисон Сквер Гарден. Элтон оказался прав, так что по условиям пари Леннон, заметно нервничая, стоял в кулисах Мэдисон Сквер Гарден перед началом концерта. 20 тысяч собравшихся встретили Джона как народного героя. И кроме того, Элтон, ничего не говоря Джону, пригласил Йоко на концерт. Они не виделись более года, и эта встреча оказалась поворотной. Воспитательная мера, проведенная Йоко Оно с поистине самурайским самопожертвованием и дисциплиной, увенчалась успехом. В семью возвратился непьющий, утихомиренный и укрощенный Джон Леннон, переродившийся настолько, что после рождения сына он с готовностью взял на себя домашние обязательства, превратившись в домохозяина и предоставив Йоко вести все дела и осуществлять связи с внешним миром. Don't need to watch the way she died.
Как Джон, так и Йоко давно хотели ребенка, еще в конце 60-х. Но если помните, первая беременность Йоко окончилась неудачно. Это произошло потом еще дважды. И в 1972 году они обратились к 95-летнему китайскому врачу, к доктору Хонгу, специалисту по травам и иглоукалыванию. Теперь, 3 года спустя, известие о будущем ребенке коренным образом изменило его планы на будущее. Леннон дал себе слово на 5 лет оставить музыку и целиком посвятить себя семейной жизни. Он начал запоем читать книги по уходу за младенцами, ходил с Йоко на врачебную физкультуру и всячески оберегал ее покой. И вот 8 октября 1975 года, когда Йоко уже лежала в роддоме в частной палате, в которой в свое время рожала Жаклин Кеннеди, позвонил адвокат Джона и сообщил, что американские власти дали согласие на зеленую карточку, постоянную американскую прописку. Джон пригласил его в больницу, и там у постели Йоко они все вместе разбирались в сложностях иммиграционных документов до полуночи. А в полночь настал день рождения Джона, а через 2 часа Йоко родила мальчика. Роды были трудными. Ей делали кесарево сечение, переливание крови. Роженица чуть не умерла. Все эти часы Джон, естественно, находился в больнице. Он ждал, когда Йоко очнется от общего наркоза. К нему подошел дежурный врач. «Я люблю музыку Битлз», – взволнованно сказал он. «Позвольте пожать вам руку». «Идите вы на 3 буквы», – взорвался Джон. «Спасите лучше мою жену». Несколько медсестер тоже подходили к нему и просили автографы. Джон был возмущен. Они совершенно были как будто безразличны к переливанию крови у Йоко. И вот в такой момент они просили у меня автографы. Тем временем Йоко тоже переживала трансформацию. До того времени она была совершенно не материалисткой, но вскоре она поняла, что ее прежнее отношение к деньгам будет мешать работе. Одним из ее первых решений было то, что семейные капиталы должны вкладываться в то, что не навредит природе. Никаких акций химической или нефтяной промышленности. И для начала она стала постепенно скупать квартиры в своем же доме. Покончив с квартирами, она перешла к сельскому хозяйству, и вскоре были приобретены 4 фермы общей площадью в 1600 акров для выращивания разных культур, а также 250 племенных коров гольштинской породы. Раз или 2 в неделю с семейных ферм в Нью-Йорк им доставлялись свежие продукты, полученные чисто природным путем без химических удобрений. Неподалеку от Нью-Йорка, на острове Лонг-Айленд, семья купила дачу, дом с видом на Атлантический океан, а рядом с ним была пришвартована куполенная по случаю 20-метровая океанская яхта под названием «Изида». И чем больше деловых успехов добивалась Йоко, тем более безоговорочно ей верил Джон. При этом, принимая очередное деловое решение, Йоко всегда советовалась с несколькими астрологами, нумерологами и гадателями на картах Таро. Более того, комбинация звезд и знаков зодиака для всех вновь принимаемых в семейный штат или даже новых знакомых тщательно проверялись астрологами. Бывали дни в астрологическом отношении благоприятные для дел, бывали дни, когда Йоко не подписывала никаких бумаг, и дни, когда нельзя было совершать никаких поездок или вступать в контакт с людьми с неподходящими звездами. А в июне 1977 года вся семья поехала в Японию, где Леннон и Оно провели 5 месяцев. На обратном пути Йоко проверила нумерологические таблицы и пришла к выводу, что домой нужно лететь раздельно. Причем сама она, конечно же, вылетела прямым рейсом в Нью-Йорк, а мужа с сыном послала кружным путем. В течение первых 2 лет после рождения Шона Джон вел жизнь затворника, редко даже отвечал на телефонные звонки, но после возвращения из Японии он переменился. Сыну исполнилось 2 года, и в свете материальных успехов матери Джон решил применить к нему свою теорию обратного материализма. Теория состояла в том, что сам Леннон и миллионы ему подобных росли в надежде, что однажды они смогут купить себе первую машину, свой первый дом,
первый костюм, свою первую гитару и так далее. «Я не хочу», — сказал Джон, — «чтобы мой сын рос потребителем». Поэтому Шону было предоставлено все, что только он мог пожелать, причем в самом раннем возрасте. Посещение знаменитого нью-йоркского игрушечного магазина «Шварц» могло единовременно обойтись Джону в несколько тысяч $. Огромные деньги тратились на различных роботов, на самые последние компьютерные игры. И теория Леннона сработала. В возрасте 8 лет самым важным для его сына Шона была коллекция собранных им самим камушков, а его главным увлечением — собирание редких раковин на берегу океана. Куча дорогих игрушек, электрические автомобили и поезда разных моделей Шона к тому времени уже не интересовали. В августе 80-го года Джон решил отправиться на своей яхте «Изида» в сопровождении 5 человек команды на Бермудские острова. По пути яхта попала в шторм, и половина экипажа вышла из строя из-за морской болезни. И Джону самому пришлось вставать за штурвал. Он отправился в это путешествие, чтобы отдохнуть от домашних забот, но вместо этого каждый день названивал домой. Часто случалось, что Йоко была занята деловой встречей и телефонных звонков не принимала. Такой поворот событий вдохновил Джона на написание песни «Я теряю тебя». Он спел ее на следующий день по телефону. За этой песней последовала другая. Он ее тоже проиграл по телефону, на что Йоко ответила, что у нее тоже есть новый материал, который она тут же исполнила. И по возвращении домой выяснилось, что у супругов набралось около 20 песен, готовых к записи. Название пластинки Джон придумал еще на Бермудских островах, в местном ботаническом саду, где растет цветок под названием «Двойная фантазия». Название это как нельзя лучше отражало суть новой пластинки. Впервые за много лет записывали не для какой-нибудь пластиночной фирмы, а для себя. Всем музыкантам, участвовавшим в записи, Йоко поставила условие: никаких крепких спиртных напитков и никаких наркотиков. Во время перерывов из ресторана приносили японскую еду, а одно из небольших помещений при студии оборудовали в комнату отдыха для Джона и Йоко. Туда была поставлена кое-какая мебель из квартиры, развешаны картины с тем, чтобы и Джон, и Йоко чувствовали себя как дома. Когда смикшировали достаточно песен для пластинки, Джон стал подумывать о том, кому предложить законченную ленту. Ему не хотелось вновь связываться с крупной корпорацией. Много фирм проявляли интерес к новым записям, но почти все они хотели эти записи сначала прослушать, перед тем, как сделать деловое предложение. Джон подобное положение считал для себя оскорбительным и на предварительное прослушивание из принципа не соглашался. Пластинка в конце концов была выпущена фирмой Geffen, руководитель которой согласился принять ленты и подписать контракт, так сказать, вслепую. И к моменту выхода в свет пластинки Джону исполнилось 39 лет. После долгого периода умеренной и здоровой жизни, вегетарианства и путешествий он был в великолепной форме, как физически, так и умственно. Он был полон планов на будущее. По крайней мере, еще 2 пластинки были в заделе. А одна из песен на пластинке «Двойной фантазии» называется «Как будто начиная снова». И вот, отмечая выход пластинки в свет, Йоко подарила Джону золотые часы, на крышке которых было написано: «Джону, как будто начиная все снова. С любовью, Йоко». После выхода альбома Леннон попал в старую музыкальную колею. Сочинение новых песен и запись их шла почти безостановочно. Но 8 декабря 80-го года, проведя в студии звукозаписи около 5 часов, вечером без 10:11 Джон и Йоко возвращались домой. Когда Джон вошел в подворотню, его окликнул молодой человек в очках и, не дожидаясь ответа, выпустил в Джона 5 пуль из револьвера.
Портье нажал кнопку сигнализации, связанную непосредственно с полицейским участком. Через 2 минуты приехала машина, и полицейские, решив не ждать скорую помощь, доставили Джона в больницу. Врачи пытались массировать сердце Джона, но это не помогло. Он умер от потери крови. Весть об убийстве буквально потрясла весь мир. Радиостанции многих стран транслировали музыку Леннона, а в памятных для Джона местах, особенно в Нью-Йорке, у его дома стали собираться тысячные толпы, не расходившиеся ни днем, ни ночью. Убитая горем Йоко постригла в знак траура волосы и передала журналистам и почитателям Леннона короткую записку. Джон любил и молился за всех людей. Сделайте для него то же самое. И позже, по просьбе Йоко, 400 тысяч человек, собравшиеся в Нью-Йоркском Центральном парке, почтили смерть Джона 10-минутным молчанием. Just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. Всю свою жизнь Джон Леннон отдавал себе отчет в значении для себя цифры 9. Родился он 9 октября 1940 года. Его сын Шон родился в тот же день, 9 октября 1975. Менеджер Битлз Брайан Эпстайн впервые пришел посмотреть ребят в ливерпульский клуб Каверн 9 ноября 1961. И их первый контракт с фирмой Эми был подписан 9 мая 1962. Джон познакомился с Йоко 9 ноября. Квартира Джона и Йоко расположена на западной 72-й улице. 7 плюс 2 в сумме 9. И номер их первой квартиры был тоже 72. Интересно, что в студенческие годы в Ливерпуле Джон ездил в художественное училище на автобусе номер 72. Среди песен Джона есть несколько, в названии которых включена цифра 9. «Революция 9», «Мечта номер 9». Эти песни он написал в доме своей матери, доме номер 9 по улице Ньюкасл-Роуд. В имени Джон О'На Леннон и Йоко О'На Леннон буква О встречается также 9 раз. Наконец, Джон был убит в 10:50 по нью-йоркскому времени 8 декабря 80-го года. В Великобритании в этот момент было на 5 часов больше. Там уже наступило 9 декабря. Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9. В своем завещании Джон оставил половину своего состояния Йоко, а вторая половина была оставлена для создания благотворительного фонда. Помимо этого фонда, сама Йоко тоже занимается благотворительностью. В 1983 году она продала семейные фермы, пожертвовав около $5 миллионов детским домам во всем мире. Городское управление Нью-Йорка, желая почтить память Джона Леннона, выделило в Нью-Йоркском Центральном парке территорию для создания мемориала под названием Strawberry Fields. Йоко написала всем главам государств с просьбой прислать растения, камень или минерал, которые могли бы представлять эту страну в мемориале. На ее просьбу откликнулось 126 государств, и 21 марта 1984 года мэр Нью-Йорка Эд Коч торжественно открыл этот мемориал. Джон Леннон был не просто гениальной личностью. Он был человеком редкой принципиальности, абсолютной честности и огромной неутомимой энергии. Он был человек прямой, остроумный, легко ранимый, романтик в душе. За все эти качества его и полюбили миллионы людей. Многие говорят, что Леннон был философом 20 века, подавшим пример гуманизма. И его музыка, и его дух остаются с нами. Во всяком случае, со мной.